Танки на правом фланге продолжают работать в узком коридоре улицы за площадью бизнес-центров. Ствол левее, левее, подними ствол. Чуть правее, правее, хватит. Смотри там, огонь. Танк делает 2 выстрела и начинает движение вперед. Бери правее, огонь. Танкисты обрабатывают свои цели. Возьми правее. Огонь. Зачистив первый этаж, танки отходят. После первой атаки танкистов на этом направлении пехота обнаружила стрелковые позиции боевиков. Вторая атака выстрелами в упор оголила позиции коммуникации террористов. Назад, назад. Пулеметом работай. Отходи назад осторожно. Обрабатывай пулеметом. Отход танка выполняется водителем-механиком вслепую и в замкнутом пространстве. Здесь важна слаженность работы командира и экипажа, чтобы танк вышел с линии огня и не застрял в руинах. Обрабатывай пулеметом, чтобы не высунулись. Отлично. Давай еще назад. Отход выполняется под дымовую завесу для сокрытия танка от противотанкового ракетного комплекса. Пехотинцы огнем из стрелкового оружия прикрывают отход боевой машины, чтобы не дать шанса боевикам поразить экипаж. Мы идем на другое направление атаки. По пути к нам присоединяется один из членов экипажа танка, который пойдет в атаку. По пути офицер поясняет ему боевую задачу. Надо будет прикрывать Бремку. Они будут работать. Обрабатывать и следить надо за верхними этажами.
Но не упусти и первые этажи. Постоянно будь начеку. Мимо нас проносится карета скорой помощи. Водители этих машин — гражданские лица. Они постоянно подвергаются обстрелам со стороны боевиков, но стойко продолжают свою работу, спасая раненых солдат. О том, что опасность близка, говорит и разрыв этой мины, заснятой камерой на танке. Мы прошли этот перекресток пару минут назад, как туда ударила мина боевиков. Из глубины с Джобора постоянно идет обстрел атакующих подразделений сирийской арабской армии. Однозначно везет. Только что здесь в песок упала мина и не взорвалась. Утренняя лужа превратилась в настоящее болото, в которой вязнет техника. Левее, левее. Хватит, отлично. Давай дальше, хорошо. Сейчас снайпера террористов угрожают пехотинцам, которые работают в бизнес-центре. Необходимо наладить нормальную коммуникацию между молом и бизнес-центром. Для решения этой задачи принято решение поставить автобус, который прикроет солдат от снайперов с правой стороны площади. Здесь, в Джоборе, был современный автобусный парк с новой техникой для транспортировки горожан. Когда боевики захватили Джобор, то разграбили парк и затем устроили там оборону. Оставшиеся автобусы были приведены в негодность. Боевики использовали их как баррикады. Сегодня эти автобусы послужат в антитеррористической борьбе сирийской арабской армии. Свое мастерство демонстрирует экипаж бронированной ремонтно-эксплуатационной машины, или просто бремки. Как видно по кадрам, весь автобус прострелен пулеметными очередями. Восстановлению эта техника не подлежит, и поэтому сегодня она отправляется в свой последний путь. Мастерски маневрируя, многотонный автобус проталкивается в направлении площади. Жидкая грязь почти полностью затапливает катки бремки, но ресурса машины хватает, чтобы толкать многотонный автобус даже в этой грязи. Последние несколько метров отделяют автобус и бремку от простреливаемого участка.
Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.